друзья, вышел в лес копать, поискать французов, русских солдат, что-нибудь. Вот первые находки. Выпало 3 советины, 50 копеек 61 года, 5 копеек 61 года, комары, и 20 копеек 61 года. Вот такие вот с одной ямки все. Такая вот пока находка первая. Ну как тут первая? 2 картечные нашел уже. Вот. Французские. Ну, французские какие-то. Вот такие вот. Помятые, одноправные. Ну, пока так. Хожу тихонечко. Рядом озеро, рыбаки сидят. Чтобы не привлекать ничего внимания особо. Ну, друзья, маленький дятел, точнее не маленький, наверное, большой, подбитый, убегает. Ой, бедный, жалко-то птицу. Что случилось с ним, непонятно. Так, друзья, зашел я от французов. Вон тут лес, пытался их там найти, кроме советов ничего не было. Вот зашел в такую опушку, это дорога была, она вон как бы идет в деревню, дороги уже нету. Вот, и здесь вот по канаве у меня был сигнал, вылилась вот такая вот монетка. Сразу видно серебро, крупное. Я уже ее посмотрел. Что это? Это немецкие марки. Вот такая вот. Пять марок. Состояние, как будто и в земле не лежала. Вот такая вот крупная. Так. Будем копать дальше. Так, друзья, только выключился. Провел еще сигнали дальше. Вот это показалось. Так. Ага, вот, вижу. Вот. Вот. Бляха, я аж испугался. Желтая, бляха, как золотая. 10. Чего-то 10. Машина такая есть. Ветер поднялся. 10. Бляха, как новая, а? Ты смотри. 2. Блять, еще сигналит. Сейчас немножко больше раскопаю и включусь опять. Так. Бля, может это эти звенят? Не. Ага. Где-то что-то выкопал. Пилки. Да, снимать одной рукой, копать не очень удобно. Громче сделать, аппарат не слышу. Пойдем.
Ага, вот. Поймал. Ага, еще одна. Еще одна единичка. Фокусируется камера. Единичка. Еще что-то. Сейчас еще копну. Опа, она. Бля, сразу красавец выскочила. Ёханый бабай. 2 фенинга. О, бляха, показал зум еще одна. Бляха, еще сигналит, а? Оп. Десяточка. Бляха, это другая уже. Это уже со свастикой. Да. Нет, еще сигналит. В стенке здесь это, блядь. Бля, я уже туплю. Разволновался. Провожу по телефону. Корни. Ладно, ребята, неудобно одной рукой. Сейчас включусь. Если что, еще что-то еще звенит. Бля. В стенке. Ладно, сейчас раскопаю больше. Так, выкопал. Вот сигнал. Еще не видел, что там. О. Опа, еще одна. Десюнчик. Тоже с орлом. Бляха, что они такие прямо аж как золотые, бляха. Не черные, бляха. Я выкапывал, у меня так как-то давно, так она сгнившая вся была. 3, 4, 5, 6 монет. Бля, вот под корнями еще что-то тут. Так, сейчас еще корнями пану сниму. Вот такая вот находка. Палец. Трактора, видно, ездили. Дорога старая, сейчас ее нету. На то время еще были. Точнее, дорога была. Вот такой вот палец потеряли. Такая вот дорожка. Ладно. Так вот, ребята, еще одна. Еще 10. Чего там вообще 10? Ну, короче, 10 каких-то фенинги, что ли. Фенинги. Так, вот еще туда под корнем там это я копанул, бляха, немножко лопатой. Ну ладно. Так. 3, 4, 5, 6, 7. 2 серебряных. Остальные 4 сплав и одна, наверное, медная. 3, 7 монет. Лучше сигналов нету. Ладно, сейчас еще немножко тут поковыряю. Поглубже, может, еще где. Если что будет, да, включусь. О, это вот дорожка. Так, кидаем монеты. Начинаем собирать грибы.
Короче, друзья, шел по этой дороге. Вот. Все бы хорошо. Здесь была война. Французы и немцы, и русские тут. Короче, обосрался я. Копанул ямку. А там лежит снаряд, он вижу. Кольцо медное. Присыпал. И пошел отсюда подальше. Дабы не испытывать судьбу. Вот такие вот дела. Так что лучше безопаснее копать в огородах и на полях, так как там трактора прошлись. Вот. Потому что моя пятая точка сейчас сократилась до неузнаваемости. Вот. Отключился я. Да, конечно, монеты хорошие. Скорее всего, это кошелечек был какого-то немчуры Ганса. Но тем не менее, это мне, может так сказать, повезло. За все свое время, сколько я копаю, это, наверное, третий раз, когда я вижу что-то подобное. Вот, потому что не стараюсь не копать в таких местах, где что-то может быть. Вот, и то, как говорится, встречается. Поэтому иду к машине, гружу аппарат, лопату. И ну его нафиг. Еду в какую-нибудь деревеньку рядышком. Посмотрю огороды и так далее. Потому что жить хочется еще. Вот. В этом году грибов очень много. Идут. Просто нет рук. Точнее, руки есть, некуда ложить. Вот. Подберезовики, подосиновики там даже были. Ну, бровичок один я вам показал. Вон они. Кто-то резал, грибник ходил какой-то червивый. Все в грибах. Ладно, едем дальше. Если что-нибудь попадется, буду показывать.